Rage, goddess. Sing of the rage of Peleus' son, Achilles. Murderous. Doomed. Спустя тысячелетия история о Троянской войне сохраняется в умах и сердцах людей. Илиада, этот величайший эпос, записанный Гомером, стал классическим для европейской культуры. И именно в нем столь полно и живо отразился тот самый дух древней, праиндоевропейской культуры и традиции, всецело завязанный на мифопоэтике. Доминик Веннер, французский мыслитель и политический деятель, полагал, что именно гомеровские поэмы являются для европейцев священным писанием. В книге «История и традиции европейцев. 30 тысяч лет идентичности» приведены его слова. «Илиада Гомера – первая из трагических поэм, выражающая особый взгляд на условия человеческого бытия. Она воспевает просветленную энергию людей, сражающихся со своей судьбой, не питая иллюзий относительно богов, зная их капризы и надеясь только на себя самих и на свои душевные силы. Они проявляют эти качества перед лицом таинственных сил природы в целом и своей собственной природы. Несмотря на присутствие божеств во всем, поэт не излагает религиозного или философского учения, и тем не менее на основе его поэмы можно создать философию или выработать религиозный взгляд на мир, что и делали греки, пока была жива Эллада. Итак, в этом видео мы разберемся с тем, когда происходили события Илиады и какие смыслы нашли в них отражение, какое значение имеет этот великий эпос для нас, и как лучше всего знакомиться с этим произведением, в каком переводе читать. Само название Илиада дано по названию столицы Троянского царства Илиона, это другое название Трои. Поэма написана гекзаметром, около 15 700 стихов, а александрийскими филологами она поделена на 24 песни. Илиада датируется архаическим периодом известной истории античности. Тем не менее, точная датировка является спорной. Большинство исследователей относят Троянскую войну к рубежу 13-12 веков до нашей эры. Действие Илиады относится к последним месяцам десятилетней осады Трои. Таким образом, описывается период из истории, который охватывает незначительный промежуток времени. Да, события, которые описаны в эпосе Илиада, скорее всего, действительно имели место в истории. Сначала, конечно, в науке господствовало мнение о том, что все это вымысел, что никакой подобной войны не было, а города Троя уж тем более. Но оказалось, что это не так. В ходе археологических раскопок, проводимых Генрихом Шлиманом, была обнаружена культура, соответствующая описаниям в Илиаде и относящаяся к концу второго тысячелетия до нашей эры. Описанный период был эпохой бронзы. Воины сражались бронзовым оружием. На тот момент уже было известно железо, но беда состояла в том, что плавить и ковать его еще не умели и обрабатывали холодным способом, сверлили и шлифовали. Гомер прямо называет железо трудным для выделки. Известно, что простые воины сражались в пешем строю, в то время как знать сражалась на колесницах. Конечно же, колесницы были наследием праиндоевропейцев. Греки в Илиаде называются ахейцами, аргивянами, донайцами. Они были потомками катакомбной культуры, которая в свою очередь происходит от ямной культуры, то есть от праиндоевропейцев. Недавние генетические исследования показали, что примерно половину своего ДНК греки средней бронзы унаследовали от ямной культуры.
Однако эта тема заслуживает отдельного видео. Стоит лишь знать, что так называемые ахейцы имели прямое отношение к праиндоевропейскому наследию, как в культурном, так и в генетическом смысле. Илиада, являясь древнейшим из сохранившихся памятников древнегреческой литературы, несет в себе пласты архаического индоевропейского мировоззрения и религии. Мир, согласно представлениям греков Илиады, представляет собой космос, установленный порядок, согласно которому живут люди и даже боги. Одним из оснований космоса является судьба. При этом она не определяет каждое действие и явление, но определяет исход жизни. Именно судьба является движущей силой большинства событий Илиады. Никто не имеет возможности и желания оспаривать судьбу, ни боги, ни люди. Как устроена судьба, неизвестно, однако о ней говорят богини судьбы и Зевс, посылая знамения. Люди и боги часто также говорят о героическом принятии и трусливом уклонении от намеченной судьбы. Так Гектор перед тем, как убить Патрокла, называет его дураком за то, что тот трусливо избегает своей судьбы, пытаясь победить. Клеос – это понятие славы, заработанной в героической битве. Тем не менее, Ахиллес должен выбрать только одну из двух наград – Ностос – возвращение домой, или Клеос – славу. В книге 9 он говорит посланникам Агамемнона, Одиссею, Фениксу и Аяксу, умоляющим его вернуться в битву, о необходимости выбирать между двумя судьбами. Отказавшись от своего Ностос, Ахиллес получит большую награду в виде нетленной славы. Обратите внимание, как это выражение близко иддическому взгляду на бессмертную славу. Несомненно, это праиндоевропейское наследие, проявившееся как у древних греков, так и у скандинавов. Схожей с сутью Клеос является суть Тиме. Это понятие означает уважение, честь, которую благородный человек приобретает с достижениями культурными, политическими, военными. В книге 1 ахейские проблемы начинаются с бесчестного, неуместного поведения царя Агамемнона, сначала с угрозы жрецу, а затем с проявления неуважения к Ахиллесу, когда у него отняли Брисеиду. Последующая злоба воина против бесчестного царя и разрушает ахейский военный порядок. Хюбрис – это высокомерие, гордыня, спесь, чрезмерное самолюбие, в древнегреческой культуре персонифицированное свойство характера, позже важная этическая концепция. В гомеровской традиции хюбрис – это нарушение божественной воли в сочетании с желанием или нежеланием в зависимости от воли языческих божеств, собственного обожествления. За такое смертным полагается возмездие – немезис. Таково, к примеру, поведение Ахилла и Одиссея. Эта же линия проявляется в мифах о Прометее, Сизифе, Эдипе и других. Описанные концепции и являются одними из важнейших для понимания Илиады, и не только Илиады, но и самой греческой традиции. Они явственно перекликаются с аналогичными концепциями других индоевропейских народов и дают нам отчетливое представление об архаичном мышлении. Мы можем с уверенностью сказать, что на протяжении более чем 10 веков именно Гомер был воспитателем Древней Греции, причем в большей степени, чем какие-либо философы. Так известно, что Александр Великий, известный также как Македонский, знаменитый правитель, известный своими завоевательными походами в Азию, высоко ценил Илиаду и именно в Ахиллесе видел свой пример для подражания. Более того, по сведениям Анисикрита, список Илиады, исправленный Аристотелем и известный под названием «Илиада из шкатулки», он всегда имел при себе, охраняя его под подушкой вместе с кинжалом. Из эпических поэм Гомера люди таким образом черпали живые примеры храбрости, благородства и хитрости, которые научали соответствовать им.
Раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, захотите прочитать Илиаду сами. Я однозначно могу рекомендовать сразу читать полную версию, избегая сокращенных, потому что это вполне легкая книга для чтения, которая подойдет даже неискушенному читателю. Более того, Илиада весьма интересна и эпична. Там очень живо и ярко переданы бои, всевозможные распри и противостояния. То есть то, что сейчас можно передать словом экшен. Существует несколько переводов Илиады на русский язык. Это прежде всего перевод Гнедича, перевод Минского и перевод Вересаева. Я рекомендую читать перевод Вересаева. В чем его достоинство, об этом написал сам переводчик в предисловии к Илиаде. Если вкратце, то перевод Гнедича изобилует слишком большим количеством церковнославянизмов, поэтому читать его будет не очень удобно, а также он сглаживает многие экспрессивные места оригинала. Например, где в оригинале Елена называет себя перед Гектором сукой, бесстыдной собакой, у Гнедича мы видим, что она говорит «меня недостойную». Ну и таких моментов там наберется нормально, я думаю. Перевод Минского, напротив, он более сер, чем оригинал, поэтому мы однозначно рекомендуем перевод Вересаева. Что ж, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте, что вы можете найти нас не только на ютубе. Заглядывайте в описание, там есть все ссылки на наши проекты в Телеграме, Инстаграме и ВКонтакте. С вами был Вячеслав Ларин, автор проекта Одал. Спасибо за просмотр. Calling his allies to arms, he will take the field once more. For the honor of Sparta!